Вторая версия нашумевших ТВС-наушников от компании Nafin с полупрозрачным дизайном. Эту модель я уже обозревал около 3 месяцев назад, да и на первую модель у меня уже есть обзор, как и на Nafin Ia Stick и на смартфон от Nafin. Я приобрел вторую версию Nafin Ia в черной расцветке и решил протестировать их снова. Разумеется, для того, чтобы рассказать вам об основных характеристиках и понять, появились ли какие-бы изменения в их работе. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в такой же упаковке, как и белая версия данной модели, только упаковка теперь черная, что очевидно. Пакинг минималистичный, в комплекте мы имеем краткое руководство, документацию, бокс, сами наушники, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и комплект силиконовых амбушюр. Вес одного наушника 4,5 грамма, вес бокса 51,8 грамма и его габариты 55 на 55 на 21 мм. Размеры наушников 29 на 20 на 19 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюра металлической сеточкой. Его размер 6,6 на 4,7 на 3,5 мм. Поэтому измеряем и решаем, если у вас нет возможности примерить эти уши до покупки. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту, как и спасибо вам за просмотр. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже, напоминаю, есть белая и черная расцветка. Зарядный бокс выполнен из прозрачного глянцевого пластика, лишь некоторая часть выполнена из черного пластика. Царапины на нем появляются моментально, как и раньше. На корпусе расположили разъем Type-C, кнопку сопряжения, крепление крышки бокса металлическое, но несмотря на это, люфт у крышки бокса есть. Открыть бокс одной рукой можно и удобно, крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри расположили два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Помимо этого есть еще LED-индикатор, надпись IA Case, маркировка красным и белым кружком для обозначения места под правые и левые наушники. Чтобы вытряхнуть их, нужно постараться, магниты хорошие. Переходим к наушникам. В отличие от наушников белой расцветки, которые у меня уже были на обзоре, у данного экземпляра оба наушника рабочие. Посадка хорошая, при длительном прослушивании музыки дискомфорта нет, пассивная шумоизоляция неплохая, сидят уши довольно плотно. На корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией Clear Voice. Датчики автоматической паузы, контакты для зарядки и область сжатия на ножках для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, сброс-ответ вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости, переключение между режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности. Нажатия наушники откликаются отлично, полноценно настроить команды можно в приложении. Хорошо, что можно использовать все предоставленные команды. На одиночное сжатие зашита команда плей-пауза и ответ сброс вызова. Нажатия сопровождаются приятными щелчками, а переключение режимов качественными системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 11,6 мм с диафрагмами с графена и из полиуретана. Имеется сертификация HRS Audio для передачи звука частотой 24 бита 192 кГц. Активное шумоподавление до 40 дБ на борту с 5 режимами работы. Высокое, среднее, низкое, адаптивное и персонализированное. Персонализированное шумоподавление работает все так же некорректно, ничего не поменялось. Не то чтобы оно было вообще бесполезно, просто по моему мнению реализация этого режима могла бы быть получше, как и у адаптивного режима. Режим прозрачности также есть, ANC и режим прозрачности могут работать с одним наушником, что очень удобно, особенно когда у вас два работают. Я все про свои белые вспоминаю. По одному наушники работают, автоматически подключаются после открытия крышки бокса. IA2 поддерживают технологию Google Fast Pair и Microsoft Swift. Мультипоинт до 2 устройств на борту, что особенно удобно. Датчики автоматической паузы отрабатывают быстро и без нареканий. Перейдем же к автономности. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, а емкость аккумулятора одного наушника 33 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает в среднем 1,5 часа, а у наушников до 50 минут. Беспроводная зарядка у бокса есть, используется стандарт Qi до 2,5 Вт. За время моего использования в среднем они жили у меня 5,5 часов без включенного активного шумодава. Лично мне пассивная шумоизоляция важнее, чем активное шумоподавление, так как ANC слегка может искажать звучание. Водонепроницаемость у наушников IP54, у бокса IP55. Я тестировал наушники на водонепроницаемость, окунав их в воду, с ними ничего не произошло. Но так делать, разумеется, не стоит. Они могут погибнуть, даже через какое-то время. Для удобного использования нужно установить приложение IA1, которое доступно как на Android, так и на iOS-системах. Интерфейс удобный. На главном экране можно увидеть заряд наушников процентов. Далее есть вкладка с настройками ANC и режимом прозрачности. Вдобавок есть эквалайзер с 4 предустановками звучания, скромным кастомным эквалайзером, а также персонализированным
персонализированным звуковым профилем. В приложении можно настроить сжатие, включить-выключить обнаружение в ухе, персонализированное шумоподавление, режим с низкой задержкой, включение-выключение аудиокодека высокого разрешения LHDC. В версии 5.0, к слову, на борту из кодеков также есть AAC и SBC. Отмечу, что кодек LHDC и функция двойного подключения могут работать одновременно. Далее есть двойное подключение, определение подходящего размера амбушюр, поиск наушников и обновление прошивки, которая мне уже прилетала. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, связь с подключенным смартфоном данная пара держит стабильно, через две стены не отваливаются они, и фризов я не наблюдаю. Задержка с включенным режимом низкой задержки при просмотре видео на YouTube и в играх незаметна. Смотреть фильмы, ролики, играть в игры и так далее довольно комфортно. В этом моменте у Nafin Air 2 проблем нет. Микрофоны по мне не допилили, и V1 микрофоны до сих пор отрабатывают лучше. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Nafin 2 и R2. И я понимаю, что это слегка сюр с точки зрения стоимости. И, скорее всего, данные наушники будут покупать к смартфону, потому что они внешне подходят. А насколько хороши микрофоны вы слышите, много кружочков в моей личной телеге я записывал на них. И да, очень часто запись в социальных сетях отличается от того, что вы слышите как примеры на YouTube. Притом кружочки чаще всего, кстати, пишутся хуже, чем примеры на YouTube. Вот так они будут выглядеть в ваших ушах. Все довольно удобно, комфортно. Опять же, чаще всего ТВС-ки True Wireless Sound наушники, они плюс-минус одинаковые все-таки по эргономике. Потому что дураков нет, чтобы делать что-то так. Много исследований так, как не подойдет. Много исследований о том, какой формы должны быть наушники. Они идеальные, конечно, никогда ни у кого не сажаются, потому что тебе надо правильно подобрать амбушюр обязательно. И плюс-минус, особенно затычки вакуумные, они отличаются и с длиной звуковода, и шириной звуковода. А если говорить о вкладышах, то чаще всего, конечно, они Apple копируют. Вот так примерно на рынке, где довольно громко все, вас будут слушать собеседники. Сейчас справа от меня, допустим, на рыбе убивали муху, и я думаю, что вы смогли оценить, насколько хорошо отрабатывают эти микро. Звучание. Отмечу, что звук стал слегка качественнее, но заметить это сложно. В любом случае, звучание данной пары по кодеку LHDC и так было очень хорошим. Запаса громкости достаточно, высокие частоты звучат неплохо, середина имеет отличную проработку. Бас плотный и средний бас в наличии. Инструментал различим. Сцена для ДВС наушников шире средней. К балансу звука я лично уже привык. Из минусов: цена, бокс, который постоянно царапается, люфт у крышки, адаптивный персонализированный режим ANC работают не столь хорошо, как хотелось бы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Приходите, к слову, на Твиче на стримы, где я постоянно новые смартфоны гоняю. В одних условиях, скажем так, даже флагманы себя иногда показывают хуже, чем бюджетное устройство. Беспроводные наушники Nafin Air 2 по прошествию 3 месяцев особо не поменялись. Однозначно данная модель становится в ряд с топами, и тем, кому зайдет их внешний вид, а таких много, однозначно купят их себе, несмотря на минусы, хотя в первую очередь вопрос будет всегда состоять в цене. От меня девайсу за функциональность и звучание да, хотя я для себя бы выбрал подешевле Huawei FreeBuds 5i по звуку, допустим, или любые вообще Huawei топовые. А за цену однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!